Если ты хотя бы немного следишь за миром видеоигр, то наверняка уже знаешь, что компания Valve сейчас работает над созданием новой игры, которая, еще находясь в закрытой альфе, бьет все рекорды по онлайну. Deadlock, именно так Valve назвали свое детище, представляет собой геройский тактический шутер 6 на 6 от третьего лица и по сути является смесью Dota 2, Team Fortress и Overwatch. Правильнее даже будет сказать, что Deadlock на процентов 90 это и есть Dota, ведь у них очень много схожего, как геймплейно, так и в способностях героев. Основной отличительной особенностью является разве что камера с видом из-за плеча, а не сверху. И несмотря на то, что в Dota у меня наиграно чуть более 20 часов и даже не тысяч, вкатиться в Deadlock не оказалось не так уж и сложно. И даже скажу больше, эта игра меня полностью поглотила, став моим полноценным таймкиллером. И в этом видео я бы хотел подробно рассказать об этой игре, чем она меня зацепила и почему в руках Valve рождается очередной шедевр. Сейчас Deadlock находится на очень ранней стадии разработки, и в игру постоянно вносятся изменения. А также попасть туда пока что можно только по приглашению от друга, который уже участвует в тестировании. Так что если у тебя до сих пор нет игры, то в своем телеграм-канале я проведу бесплатную раздачу инвайтов. Ведь это действительно крутая возможность начать изучать игру уже сейчас и развиваться вместе с ней, что даст неплохой буст к тому моменту, когда она выйдет в релиз и туда добавит рейтинг. Но чуть подробнее об этом я расскажу ближе к концу ролика. Присаживайся поудобнее, меня зовут Земи, лайк, подписка, погнали! На данный момент в игре официально представлен 21 герой, 11 из которых помечены как идеально подходящие для новичков. Но даже несмотря на это, чтобы приноровиться к каждому герою, понадобится сыграть не один десяток матчей. А для того, чтобы его начать, нужно еще до начала игры выбрать пул минимум из 3 героев, за которых ты хотел бы поиграть, и особенно радует то, что есть возможность установить приоритет выбора. Это не дает стопроцентный шанс того, что пикнется нужный герой, но вероятность этого значительно выше. Кстати, игры находятся достаточно быстро, я бы даже сказал почти моментально. И это неудивительно, ведь средний онлайн у игры уже более 100 тысяч человек, а среднее число одновременно проходящих матчей более 5000. Перед началом игры есть возможность пообщаться в лобби с командой и противниками, изучить одну из 3 уникальных способностей героя и возможно даже узнать что-то новое о своих родственниках. После уже начинается сама игра, и ты оказываешься на зиплайне, который доставляет тебя с крипами по линии прямо к башне. Зиплайн, кстати, можно ускорить, и тогда ближайшие секунд 20 ты и все твои союзники будете перемещаться с огромной скоростью. Лайнов же на карте 4, а не 3, как обычно бывает в моба играх, и выбирать куда встать тоже не приходится, игра сама решает это за тебя. Но если играешь с другом, то как правило будешь стоять с ним на одной линии. На 2 линиях стоит по 2 игрока, а на других 2 по 1. Стадия лайнинга длится примерно 10 минут, и в это время есть только 3 важные задачи. Постараться не умереть, как можно больше надамажить противника и добивать вражеских крипов. В игре они называются свечаки, и среди них можно заметить одного такого с флагом. Он выполняет функцию хиллера, и если подойти к нему, когда у него загорается флаг, то он восстановит часть здоровья. Именно поэтому нужно стараться убить во вражеской пачке крипов в первом и как можно дольше защищать своего. Еще в Deadlock, так же как и в Доте, нужно не просто убить крипа, а нанести ему последнюю тычку. Только здесь после его смерти еще на несколько секунд вылетает сфера, которую желательно подстрелить. Они бывают 2 цветов, зеленого и оранжевого, и являются душами крипов, или же местной валютой. Подстреливая их, ты забираешь души себе, и поэтому оранжевые сферы особенно ценны, ведь вылетают они только с крипа, добитого противником. Таким образом, имея прилично им, можно не только оставлять врага без местного золота, но также замедлять его фарм, что впоследствии может полностью перевернуть ход игры. Также есть возможность сразу забирать души с крипов себе, не давая задонать их противнику, и для этого достаточно лишь нанести последний удар кулаком, и неважно, заряженный он будет или нет. По мере добивания крипов, а также убийства врагов, будут даваться очки опыта, за которые можно открывать и прокачивать способности героя. У каждой способности есть 3 степени прокачки, и если на первом уровне потребуется только 1 очко опыта, то для прокачки на 3 уровень понадобится уже 5. А количество душ, необходимое для получения нового очка опыта, пишется вот здесь, рядом с полоской хп. Кстати, как я понял, Deadlock, или же в переводе на русский тупик, имеет отсылку к католическому понятию лимб. По сути, это место, куда попадают души, которым не нашлось места ни в аду, ни в раю. И как мне кажется, именно поэтому валютой здесь являются именно души, а не золото. Пока игра только началась, душ выпадает не очень много, но чем дольше идет матч, тем жирнее становится награда. Так же как и в доте, здесь есть ларьки, в которых можно обменять все честно награбленные души на различные шмотки. Стоят они на каждой линии около башни Т1, на базе,
а также есть 2 секретных магазина, которые доступны на протяжении всей игры. Шмоток в них представлено пока что не очень много, но даже этого количества мне хватило, чтобы первое время запутаться в них. Все шмотки делятся на 3 типа: оружие, живучесть и спиритизм. И если с первыми 2 типами все понятно, то вот шмотки из 3-го раздела увеличивают особые способности героя. Например, можно добавить аж 5 зарядов умений к способности или уменьшить перезарядку всех умений и предметов. Также каждая из веток прокачки делится еще на 4 тира, в которых предметы стоят фиксированное количество душ. Большая часть шмоток в фикс-прайсе является пассивками, но также есть и некоторое количество активных предметов, однако за игру их не получится взять более 4 штук. Для пассивок же предусмотрено аж 12 отдельных слотов, которые доступны с самого начала, и еще 4 флекс-слота, которые открываются по мере разрушения вражеских вышек. Все вместе это дает огромное количество различных вариаций составления билда, и поэтому, чтобы не выбирать посередине игры, чтобы сейчас купить, можно просто воспользоваться одной из сотен пользовательских сборок и даже создать свою. Кстати, магазины, которые стоят рядом с башнями Т1, сворачиваются, когда башни уничтожаются, и поэтому для победы важно как можно быстрее пропушить башни противника. Ведь в таком случае, чтобы закупиться, ему придется бежать на соседнюю линию или местный аналог фонтана, и тем самым терять драгоценное время. Кстати, о башнях. Поскольку Deadlock это почти что Dota, то смысл игры здесь такой же. Нужно уничтожить вражеский трон, или как он здесь называется, покровитель. Но чтобы это сделать, нужно уничтожить все башни на линии, а также 2 святыни, которые его защищают. Башня Т1 представляет из себя огромного робота-стража с факелом, способного испепелить каждого, кто подойдет к нему слишком близко. Атаковать его получится только тогда, когда он атакует крипов. В противном же случае он, как и все остальные башни, неуязвим, так что стрелять по нему через полкарты нет никакого смысла. Следом за ним стоит огромный роботизированный паук, он же часовой, он же квадробер. Этот товарищ уже не просто может обстреливать врагов фаерболами, но и также наносить мощный оглушающий удар, способный вывести из равновесия на несколько секунд. Уничтожить его проще, чем может показаться на первый взгляд. Достаточно целиться ему в некое подобие глаза, которое он тщательно закрывает своими металлическими руками. Уничтожаем его и движемся дальше по линии. И видим, что вышки Т3 это 2 стража Т1, и снести их не составит абсолютно никакого труда, потому что несмотря на то, что их стало 2, сил у них от этого не прибавилось. Следом за ними стоят 2 святыни, которые необходимо уничтожить, чтобы на нас согрелся колобок, то есть покровитель. Разрушив святыни и увернувшись от его мощного лазера, ему следует мощно напихать, чтобы он ослаб, упал, и после этого можно напихать ему еще раз. А еще можно напихать лайков под этим видео. Если все получилось, поздравляю, игра выиграна. Но это далеко не все, что есть в Deadlock. Например, перемещаясь по карте, можно заметить вот такие вот ящики или вазы. Спавнятся они не сразу, а начиная с 3-й минуты. Если их разбить, то можно получить различные небольшие улучшения до конца игры. Например, увеличение боезапаса, здоровья, скорострельности или мистической силы. А еще в них может лежать количество душ, которое падает с одного зафармленного крипа. Также на карте можно найти 2 моста, на которых начиная с 10-й минуты спавнятся руны. Всего их 4 типа: на усиление оружия, передвижения, мистики и выживаемости. Время действия каждой руны всего 160 секунд, так что при правильном использовании можно перевернуть ход ближайшей битвы в свою сторону. Ну а какие бафы накладывает каждая из них, ты видишь сейчас на экране. Но руны это далеко не единственное, что появляется на 10-й минуте игры. Еще одной важной геймплейной особенностью является урна с душами, которую нужно подобрать и доставить на другой конец карты. Количество душ в ней зависит от минуты игры. Так, например, на 10-й минуте в урне будет 3500 душ, и дальше каждые 5 минут это число будет увеличиваться на 1000. Но не получится забрать урну и броситься на передовую, ведь в этот момент герой может только бежать или бросить урну в случае опасности. Если же оставить ее на земле, то через некоторое время урна начнет двигаться в сторону спавна, до тех пор, пока ее кто-нибудь не подберет. Ну а после доставки урны до точки Б, всей команде выдадут все души, что были внутри, а тебе, как курьеру, сверху докинут еще 25% от этого числа и один дополнительный скиллпоинт. Но стоит быть предельно внимательным, потому что враги тоже знают о доставке и могут подкараулить на точке, присвоив результат твоих трудов себе. Также, пробегая по карте, в некоторых домах можно обнаружить автоматы с душами. Всего их 4 штуки, и количество душ также зависит от минуты игры. Для того, чтобы его опустошить, понадобится сильный удар кулаком, но перед этим лучше убить всех крипов, лагерь которых расположен рядом, потому что они моментально сагрятся. А сам же автомат с каждым новым ударом будет отнимать немного хп, так что будь осторожен. Ах да, я же еще ничего не рассказал про нейтральных крипов. Так же как и в доте, они являются альтернативным источником заработка валюты. Условно делятся они на 3 тира сложности, и самые легкие появляются уже на 2-й минуте игры. После их смерти герою дропаются души, но сразу потратить их не получится, потому что они являются незащищенными и становятся доступными к использованию только после траты всех защищенных душ.
либо же через время, когда автоматически перетекут в состояние защищенных. И если же герой умрет, не успев потратить все незащищенные души, то на месте его смерти останется вот такая вот сфера, которая будет видна абсолютно каждому, а также будет отмечена на карте. Чтобы ее подобрать, нужно постоять рядом пару секунд, и хорошо, если это сделает кто-нибудь из тиммейтов, а не врагов. Ну и конечно же в Deadlock не обошлось без местного Рошана, только называется он тут мидбосс, потому что находится действительно посередине карты. Убить его получится только в команде, потому что у него достаточно прочный щит, который к тому же очень быстро регенится. После смерти Рошана медленно начнет спускаться кристалл, который необходимо разбить кулаком, и та команда, которая сделает это первой, получит уменьшенное время воскрешения, увеличенное восстановление здоровья, баф к скорострельности и скорости перемещения. Правда, действует это только на тех, кто в момент разбивания кристалла был в живых, и только до первой смерти. И казалось бы, что все так просто: убил Рошана, забрал кристалл. На самом деле у меня не раз такое было, что пока он спускается, незаметно могут подобраться враги и вырезать всех, присвоив результат трудов твоей команды себе. И в таком случае ничего не остается делать, как только ждать 7 минут до появления следующего мидбосса и испытывать удачу снова. Еще по всей карте разбросаны канаты, при помощи которых можно быстро взбираться на крыши домов, а также отстреливаться прямо с них. С крыш открывается прекрасный вид на местный пейзаж, а также врагов, что позволяет достаточно просто их отстреливать и в случае опасности быстро сливаться на другую часть карты. Но по всем крышам побегать не получится. Есть и такие, где разработчик не хочет тебя видеть, и в таком случае героя будет бить молния до тех пор, пока он оттуда не уйдет. Еще с этим отлично могут помочь телепорты, которые, как по мне, выглядят достаточно неплохо. Забежав в него, надо подождать около 3 секунд, чтобы телепортация завершилась, так что таким образом моментально слиться с поля боя не получится. Также разработчики добавили в игру джамппады, которые с последним обновлением стали выглядеть очень даже неплохо и имеют логотип игры. Действуют они очень просто. Сильный поток воздуха подбрасывает героя вверх в определенном направлении, позволяя быстро перемещаться между крышами. Ну и конечно же, я не могу не посвятить часть своего рассказа персонажам в Deadlock. Всего их в игре, как я уже говорил, 21. И у каждого есть своя история, которая постепенно должна, и я надеюсь, будет пополняться, создавая полноценный лор. Но на данный момент лишь некоторым из персонажей повезло с более-менее прописанной биографией. У остальных же все обошлось с надписями «придурок» или вовсе полноценным японским фольклором. Сами герои достаточно разнообразны в своем типаже. Есть мужчины и женщины, черные и белые, и без робота, конечно же, не обошлось. Скажу честно, сперва я не придал этому никакого значения и даже респектовал Valve за то, что в наше чересчур толерантное время они добавили черного, но не просто чтобы он был, а чтобы сделать его в прямом смысле угольком. Но потом я присмотрелся к остальным персонажам, и у меня начала закрадываться мысль, а не приложили ли руку к Deadlock Sweet Baby Inc., который известный тем, что корректирует игры, добавляя в них гендерное и расовое разнообразие. После этого я зашел к ним на сайт и... да, Valve действительно сотрудничает с ними. И это объясняет, почему в игре можно увидеть женщин, черных женщин, синих, азиата, индейца больше похожего на бабку, робота и японку. Я не говорю, что это плохо, но на данный момент из 21 персонажа мы имеем 8 женщин, из которых белая только Магинес. Да, Иви тоже женский персонаж. Нет, я не говорю, что женщины, черные и черные женщины это плохо, но когда их становится слишком много относительно всех персонажей, это вызывает только ощущение нереальности происходящего. Ведь по факту, если провести сравнение с Дотой, то разнообразие черных персонажей другими расами, в том числе большим количеством белых, фэнтезийных, монстров или животных, уже заиграло бы другими красками и выглядело бы более гармонично. Но при всем при этом не могу не отметить сексуальность некоторых женских персонажей, например Виндикты, Парадокс или Леди Гейст. Докапываться детальнее до их внешнего вида я не буду, потому что игра все-таки находится в очень ранней альфе, и то, что сегодня выглядит вот так, с большим уклоном в тренды на толерантность, завтра уже может стать шедевром, учитывая, что Valve достаточно часто прислушивается к мнению игроков. Я не просто так посвятил такой большой блок текста этой проблеме, потому что, если что, игры были придуманы для развлечений и отдыха, а не для продвижения правильной для кого-то там повесточки. И кстати, в игре сейчас есть скрытые персонажи, которых можно посмотреть через консольную команду, и среди них есть вот... это... понятно, что это лишь концепт, у нее еще даже нет анимации, но факт того, что такого персонажа теоретически могут добавить в игру, уже заставляет меня немного напрячься. Я могу все понять, но
персона таких масштабов на поле боя — это вообще что-то из ряда вон выходящее и нереально, наверное, ни в какой вселенной. Так к чему это я? Вроде как ходят слухи, что Valve работает над созданием Half-Life 3, и зная, что они сотрудничают со Sweet Baby Inc., то я надеюсь, что на выходе мы не получим лесбиянку Алекс и небинарного Гордона Фримана. Не знаю кому как, но как по мне, пусть лучше игра вообще не выйдет, чем будет с таким подтекстом. Так что остается только надеяться, что Valve, если и не прекратят сотрудничество, то хотя бы сгладит углы, чтобы игра не выглядела как одна большая пропаганда. Но несмотря на все это, одним из моих любимых персонажей является Инфернус, ведь он очень прост в освоении и при правильной прокачке может стать достаточно сильным героем в игре. И количество сыгранных матчей за него не даст мне соврать. На второе место в своем личном топе я бы поставил Севена, а на третье Магина с Абрамсом. Несмотря на то, что игр на них сыграно у меня гораздо меньше, но геймплейно они мне очень понравились. Даже Магинас, несмотря на то, что она саппорт, на которых я не очень-то люблю играть. Возможно, это связано с тем, что в игре нет очень четкого деления персов на классы, и все больше зависит от твоей прокачки. Также тут нет лесника, как в доте, и фармить крипов нужно всем, кому-то больше, а кому-то меньше. И именно поэтому, играя за саппорта, можно неплохо так поджигать жопы противников, чего нельзя делать в других моба играх. Конечно, определенные границы между ролями все-таки прослеживаются. Например, очевидно, что Абрамс это танк, а Хейс керри, но в Deadlock все же есть относительная свобода в твоих действиях. Но что-то я отвлекся. Вне зависимости от выбранного героя и его оружия, стрельба здесь казуальная, без какой-либо отдачи. Куда целишься, туда и попадешь. И даже находясь на канате, можно спокойно попадать по цели без особого напряга. Возможно, в дальнейшем это пофиксит, а возможно, это особенность игры, чтобы любой скуф мог с пивком вечерком поиграть в Deadlock без особого напряга. Также нельзя не отметить мувмент в этой игре. Даблджампы, дэши, подкаты. Все это есть у каждого героя, и из-за этого игра ощущается невероятно динамичной. Спамить ими не получится, ведь у каждого героя есть стамина, которую можно увеличивать при помощи предметов. Так, например, если комбинировать прыжок, дэш и подкат, то перемещаться по карте будет гораздо быстрее. Еще одна важная механика в том, что во время подката у героя становится бесконечный боезапас, и это можно использовать, например, во время спуска по лестнице. Если заранее начать расстреливать крипов или добивать убегающего противника, то ты не тратишь патроны из основного магазина. И также можно привести в пример другую механику, которая позволяет совершать прыжок от стены, не тратя при этом стамину. Лично я этим ни разу не пользовался, но сам факт того, что в игре есть такое большое пространство для мувмента, дает огромное преимущество в некоторых ситуациях. И еще я хотел бы добавить пару слов о такой вещи, как сферы, а точнее их добивание. Слышал очень много недовольства от других игроков, что эта механика усложняет игру и делает вход в нее для новичков еще сложнее. Да я и сам, когда только начинал играть, был не в восторге от того, что крипа добиваю я, а награду забирает мой противник. Но на самом деле, отыграв более 150 часов, я хочу сказать, что это очень мощная вещь, которую необходимо освоить, чтобы побеждать. Ведь именно благодаря денаю вражеских сфер можно полностью перевернуть ход игры в свою пользу. Противник снес твой тавр? Заденай с него души себе. Не успел добить врага до того, как он принес вазу с урной на точку? Заденай души и забери содержимое вазы себе. На твоей базе сносят святыни, и опять ты можешь задонать сферы, чтобы было на что закупиться перед обстрелом. В общем, из любой своей ошибки или ошибки оппонента можно получить пользу, и этим Deadlock уникален. Безусловно, игра от этого становится сложнее в освоении, но и удовольствие от победы в таком случае она приносит гораздо больше. Ну и как вишенка на торте, я бы хотел затронуть тему музыкального сопровождения в игре. Оно здесь просто шикарное. Уже сейчас доступны целых 3 саундтрека для магазина, напряженная музыка, когда союзный покровитель находится под атакой, и даже у урны есть свое собственное музыкальное сопровождение. Это делает игру не только приятнее, но еще и помогает быстрее понять, что происходит на карте, как, например, та самая мелодия атаки на покровителя. Также во время записи этого видео Valve выкатили огромный апдейт почти на гигабайт, в котором сделали просто хуевую тучу изменений, которые я даже пытаться не буду перечислять. Но из глобальных изменений можно отметить матчмейкинг 24/7, а также измененный стиль минимапы и переработанные иконки персонажей. И то, что меня особенно порадовало, так это то, что в Deadlock завезли систему порядочности, ведь почти в каждом матче ливает как минимум один человек. И от этого дальнейшая игра уже не приносит столько удовольствия. Новая минимапа выглядит стильно и минималистично, но изначально мне казалось, что старая карта была меньшего размера и не так сильно бросалась в глаза. А также на ней было больше деталей, которые давали развернутое представление об игровой ситуации. Но поиграв с новой мапой несколько игр, я понял, что она на самом деле не так-то и плоха, и надо было просто привыкнуть. В общей сложности я наиграл в Deadlock более 150 часов, около 200 матчей, и могу с уверенностью сказать, что эта игра мне безумно понравилась. Она имеет какой-то свой особенный неуловимый вайб, который невозможно прочувствовать, смотря реплей. В это надо играть самому.
По сути, Valve в очередной раз забили на тренды и сделали то, что захотели, и у них получился, не побоюсь этого слова, шедевр. Конечно, Deadlock не первая игра с таким концептом, для него были еще Smite и Paragon, о которых ты скорее всего так же как и я не знал. Мне кажется, что Deadlock зайдет скорее всего не всем, но хотя бы попробовать поиграть в него точно стоит. Ведь Deadlock очень динамичный в плане геймплея и потому способен затянуть тебя на долгие часы. А если вдруг у тебя все еще нет этой игры в библиотеке Steam, то переходи в мой телеграм-канал, ведь там я буду раздавать приглашения всем желающим. Огромное спасибо, что ты досмотрел до этого момента, ведь это значит, что видос тебе понравился, и ты можешь поддержать мой канал лайком и подпиской. Я чертовски заебался делать этот ролик, пойду немного расслаблюсь в Deadlock, ну а тебе предлагаю послушать песню про самого крутого героя. У микрофона был Земи, пока. С ним всем врагам не пройти. Идем вперед без страха. Наша сила в чисте и правде. И правде. Уголек в шляпе впереди. С ним всем врагам не пройти. Идем вперед без страха. Наша сила в единстве и правде. Мы сотрем их прах. Наступает наш час. Вражеский трон попадет. Победный клич нас зовет. Каждый герой уникален здесь. Уголек нашей судьбы сомнений, ждет нас триумф и восхищение. Каждый герой уникален здесь. С ним доблесть и честь. Уголек нашей судьбы сомнений, ждет нас триумф и восхищение.